Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня у нас с вами в гостях национальная кухня братского чеченского народа. И готовить мы будем с вами восхитительные хингалш. Это лепешки с тыквой. Они очень вкусные, сытные и аппетитные. Всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Готовим тесто. Кефир комнатной температуры, здесь у меня 500 мл. Отправляем в емкость. Добавляем 1 чайную ложку соды, пол чайной ложки соли и все смешиваем, чтобы началась реакция. Вот посмотрите, как красиво кефир пузырится. Как я готовлю домашний кефир, я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите в инфобоксе. Так, у нас масса однородная, все хорошо смешали. 600 грамм муки просеиваем в емкость. Тесто очень просто готовится. Мука белая, пшеничная, высшего сорта. Мука имеет свойство слеживаться, комкаться, поэтому обязательно пропускаем через сито. И начинаем замешивать тесто. Надо, чтобы тесто получилось очень нежное. Оно будет немного прилипать к рукам. Я вам покажу, как нужно будет работать, чтобы было удобно. Из этого теста очень хорошие получаются пирожки. Можно готовить хачапури на сковороде с сыром. Быстрые пирожки получаются. Самое главное не забить мукой. Масло никакое не добавляется в тесто. Лепешки очень все это быстро готовится. Буквально минут 15-20 и у вас вкусные лепешки хингалш будут готовы на столе. У меня на канале очень много есть, где я готовлю тонкое чудо дагестанское с тыквой. Посмотрите, там мы готовим из сырой тыквы. Это очень вкусно. Так, тесто немножко вымешиваем, минутки 3-5, не больше. А сейчас мы будем выкладывать тесто на стол, хорошо подпыленной мукой. Щедро рабочую поверхность подпыляем мукой. Сколько надо, тесто возьмет муку. Остальная мука нам нужна будет для разделки теста. Немного добавляю растительного масла, где-то 1 чайную ложку. И сейчас тесто лопаткой, спатулой собираем, либо шпателем. И сейчас выкладываем тесто на стол. Сверху тоже подпыляем мукой и собираем сейчас тесто в комочек. Тесто само вам будет давать подсказку. Видите, уже оно округляется. Оно берет столько муки, сколько ему нужно. Долго вымешивать не нужно. Вот оно, тесто еще немного прилипает. Вот таким оно и должно быть. И сейчас оставляем также в муке. Потому что мы разделывать будем в муке, раскатывать нам нужно будет. Вот так его округляем. Убеждаемся, что у нас внизу тоже есть мука. Накрываю крышкой. Вот такой емкостью, чтобы тесто не заветрилось. И дадим ему отдохнуть минут 20. А сейчас нам нужно будет приготовить тыкву. Мне понадобится где-то 600 грамм. И я вот так очищаю тыкву от кожуры. Очень удобно это делать на доске, так, чтобы не пораниться. Потому что кожура у тыквы очень плотная и не очень-то легко это делается. Весь белый слой надо снять, потому что у него вкуса как такового нет. Он нейтральный. Одна часть готова, и сейчас очищаем вторую. Это блюдо сладковатое. Оно идет и как обед или ужин, как просто перекус, либо даже считается у чеченцев как десерт, потому что оно сладковатое. Сейчас нам нужно также от семян освободить. Вот эту всю полость нам нужно счистить. Удобнее всего это сделать ложкой. И счищаем всю эту часть, все волокна и семена. Семена тоже не выбрасываем. Семена можно пожарить и поесть. Тоже очень прекрасно для здоровья. Тыква — уникальный овощ, из которого нужно часто готовить блюда. Очень полезно, вкусно и сытно. Тыкву очистили. Здесь у меня тыква 800 грамм. Нарезаем на небольшие кусочки. Нам нужно будет ее потомить до готовности и потом пюрировать. Я буду томить тыкву на сковороде, можно в духовке. Вы уже сами для себя этот способ выбираете, какой вам удобен.
В сковороду выкладываем тыкву. Можно кожуру не очищать, можно с кожурой. В принципе, если вы не хотите заморачиваться. Потом в готовом виде тыква прекрасно отделяется от кожуры. Добавляем воды, где-то 100 мл, не больше. И добавляю 2 столовые ложки сахара. Мы не любим сильно сладкое, поэтому добавлять много не будем. Вы смотрите на свое усмотрение. Накрываем крышкой и будем томить на среднем огне до готовности. Проверяем зубочисткой. Уже сироп карамелизуется. Уже посмотрите, тыква полностью готова. Все, уже на этом этапе нужно выключать, потому что уже будет гореть. Перекладываем в емкость. У нас прям получился мед. Для баланса вкуса немножко добавим соли. И все, нам нужно сейчас это пюрировать. Так, пюре готово. И сейчас пробуем на сахар. Для меня сахара абсолютно достаточно, но обычно чеченцы делают слаще. Поэтому вы сами уже добавляйте, как вам нравится. Можно также добавить прожаренный лук и чабрец. Делают так тоже чеченцы. Я не буду ничего добавлять. Мы сделаем сладкий вариант, вкусный. Мне так очень нравится. Масло ничего не добавляем. Включаем огонь. Огонь у нас будет небольшой. Потом мы его еще уменьшим. Обычно готовят на сухой сковороде, на блиннице. Я устанавливаю вот такую панель, гриль. Нам нужно ее хорошо прокалить. Потом огонь уменьшим до маленького и начнем уже выпекать. Тесто наше прекрасно отдохнуло. Сверху подпыляем мукой, чтобы удобно было работать. И делим на кусочки. Нужно убедиться, чтобы у вас на столе обязательно была мука. Потому что видите, как тесто прилипает. Но оно очень приятное в работе. Один кусочек теста должен быть где-то около 90 грамм. 100 они уже большие получатся. Поэтому я сейчас буду взвешивать, чтобы наши лепешки были эстетичные. Обычно, когда готовим дома для своих, мы никогда не взвешиваем. Мы на глаз это все делаем. Я буду взвешивать. У меня получилось 13 кусочков теста по 100 грамм. И сейчас у нас должна быть мука. И скатываем сейчас в шарик. Округляем. И на подпыленную поверхность откладываем шарики. Тесто очень нежное, потрясающее просто. Оно немножко липнет к рукам, но это тоже не страшно. Мука прекрасно помогает нам еще раскатывать, поэтому, когда вы уже этот шарик облачили в муку, вам уже очень легко работать с этим тестом. Сколько надо, это тесто само для себя возьмет. Просто долго крутить не нужно, потому что оно, во-первых, будет много вбирать в себя муки, и, во-вторых, опять начнет прилипать. И вам нужно будет либо масло смазать руки, либо опять муку. А лишняя мука нам тоже не нужна. Итак, у нас шарики готовы. 13 штук по 100 грамм. Я тесто переложила на доску, чтобы мне удобно было работать. И сейчас каждый шарик будем доставать, раскатывать и формировать. Подпыляем мукой, хорошо, щедро. И начинаем раскатывать. Нужно раскатать тонко. Сколько надо, тесто муку возьмет. За это не переживайте. Главное, чтобы у вас не прилипало, нужно обязательно подпылять мукой. У нас готово. Стряхиваем лишнюю муку. И формировать сейчас будем на этой специальной доске. Очень удобно. Чуть-чуть подпыляем мукой, чтобы не прилипло. Вот такого размера у нас будет хинкалыш. Посмотрите, тесто какое должно быть. Тоненькое. И сейчас определяем границы. Тоненьким слоем. Обязательно заполняем вот так вот края. Проходимся, оставляем место от краев. Вот так ложкой все распределяем, очень удобно. И сейчас одним ловким, резким движением набрасываем тесто. Прижимаем. Можно пройтись вот так тарелкой, а можно пиццерезкой. Либо фигурным ножом. Тесто не выбрасываем,
И вот сейчас так слегка начинаем выпекать. А теперь только успеваем. Пекутся они очень быстро. Прижимаем края обязательно. И вот так ребром тарелки проходимся. Все очень легко и просто. Готово. Огонь уменьшила на минимальный. И пропекаем с каждой стороны. Как слегка начинаются крапушки, переворачиваем. Абсолютно готово. Перекладываем на тарелку. Выкладываем следующую партию. Смазываем сливочным либо топленым маслом. Обычно чеченцы, если много муки остается, обязательно сначала в воде промакивают лепешки, а потом уже смазывают топленым маслом. Хорошо, тщательно промасливаем. Можете излишнюю муку просто взять и кисточкой убрать, смахнуть. Когда у вас на варочной поверхности тоже мука скапливается, обязательно нужно будет тряпочкой полумокрой снести, потому что мука будет гореть и неприятный привкус даст. Быстрым легким движением муку снимаем. И сверху вот так смазываем топленым маслом. Буквально 1-2 секунды, пока горячие, и лишняя мука сходит, и нежнее становятся. И смазываем сверху топленым маслом. Они получаются очень вкусные. Мы вовнутрь масла не добавляем, но обильно смазываем сверху. Тогда они необычайно вкусные получаются. Что ни говори, щедрая чеченская кухня. Пока горячее топленое масло стекает в тарелку, ничего страшного. Как раз готовый хингалш будем макать в топленое масло и кушать. Итак, дорогие друзья, какие же они получились у нас аппетитные, вкусные, сытные, просто объедение. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Такой стопкой хингалш вы можете накормить целую компанию. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я очень рада вашим результатам. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.